Всем здорово! Это канал Павлик ЕКБ. Мы продолжаем Gran Turismo Sport на PlayStation 4. Школа вождения у нас 4-я серия. 4-я часть, 4-й этап, как хотите. Нам осталось 8 гоночек пройти на золотишко. Так, 41-я у нас. О, грунтовая трасса. Ралли у нас начинается. Ну давай пробовать. Так, Subaru WRX. Вот группа Б, да. А ее что, не запретили? Или какая-то... Смотрел я где-то видео про ралли. Запретили какую-то группу. Где были классные тачки. Типа Audi, там вот этой старый, которая летала как ракета там. Не знаю, правда, неправда, по 300 км в час. Но было очень любопытно смотреть. Очень она опасная, эта группа была. И вот тут опять группа Б. Ну давай посмотрим. О, вот это боливар. Вот это боливар. Такое ощущение, что едешь по льду. Ага, а как тебя в занос? Вот это я зря, наверное, тормозил. Так, любопытно, любопытно. Чё скажу, чё скажу. В Дирте намного интереснее управление. Здесь же они, конечно, не смогли сделать так, как надо. Вот я ее пускаю в занос, а она едет прямо. Тут, походу, надо проходить вот просто ехать. Как в гонках, что ли, по асфальту. Нету тут такого эффекта вот. Вот этих красивых заносов. Ну слушай, я что-то не успеваю. Давай попробуем на полную гашетку жать. Или она по грунту идет нормально, а поэтому не идет вообще. Опять у меня с лайфхаком получилось, конечно. Я стенку обцарапал. Так это не делается. За это штрафы должны давать. Ну, игра лайтовая. Предлагает идти дальше. Ну ладно, золотишко есть. Давай 42-ю погнали. 42-я. Так, давай, поехали. Это что за раллийная машина? Ford Mustang. Короче, ребята вообще угорают. Какой Ford Mustang может в ралли участвовать? Не, ну так вообще не интересно. Я опять зацепил стену и на, пожалуйста, держи золото. Ну чё, погнали дальше? Безопасные прыжки на грунте. Toyota 86. Там такой кривой поворот будет в конце. Так. Ладно, я тебя запомнил. Ну вот он, видишь, как черепаха едет. Типа автопилот. Хоть у меня получилось тебя в занос маленько пустить. Не вытягивает она, ну как я вот после Дирта я не могу ехать в эту игру. После Дирта я не могу ехать в эту игру и тут физика вообще... Нет, ребят, Gran Turismo, вы чё, окситесь. Вам не надо раллийные трассы делать. Вот все по сухим дорогам, все хорошо у вас. А по раллийным трассам полный ноль. Управление вообще не такое, как должно быть.
Как бы... Как объяснить-то? Пытаешься ехать как надо. Как в классическом ралли. Ну, во всех играх. А едет вообще не так, как надо. Вот и все. Так, давай 44-й, погнали. Это что у нас? Ну вот, лансер. Ну он, видал, как он повороты проходит? Он даже не дрифтит, ничего. И я не могу его толком в дрифт пустить. Ты просто едешь как инвалид и приезжаешь на золотой шар. Мне вот это непонятно, физика. Ладно, давай, погнали дальше. Так, следующая, 45-я. Ну, ждем загрузочку. Это что у нас такое? Hyundai Genesis. Как Терминатор, что ли? Ну, давай, погнали. Так, вроде более-менее прямая дорога. Смотри, он сам режет. А вот и поворот. Ну как я вот тут должен поворачивать? Он как ехал туда, так и едет. Как будто резина стоит какая-то стрёмная. Ну тогда интересно, на 2 конуса серебряных сдал. Давай посмотрим еще раз. Так, где я затроил-то? Ну, такое себе вот. Не хватает мне. Я не могу траекторию поворота рассчитать, потому что как на мыле тут. Не цепляются колеса. Гран-туризмо делайте, спортивные гонки, не лезьте в ралли. Мне кажется, даже на... Да не буду говорить. Просто это не их. Так, это что такое? Nissan GT-R. Ралли. Радуют они меня, конечно, автомобилями раллийными. Может, они на самом деле такие есть, может, я давно ралли не смотрел. Ну, что-то как-то сомнительного. Этот хоть гребет вроде нормально. Рано я тебя похвалил. Ну да, не вытягивает машина. Как вот на ней ехать? Она не вытягивает. Там колеса должны быть нормальные. То что, резину они не придумали, что ли, нормальную? Ладно, давай по гран-туризмовски проходить. Очень сильно оттормаживаемся и проходим спокойно поворот. Даже... Слушай, даже это не помогло. Не, давай, вот это вот. Вот эта вот гонка меня пока заинтриговала. Не могу понять, где я торможу. В каком месте мне надо прибавить. Ух ты как. Давай, греби. Ты смотри, а 3000 не хватило.
Не, ну я всю траву скосил, блин. По идее, по грунтовке надо ехать. Но я не могу там машину удержать. Может, какой-нибудь бог Гран-туризма удержит ее, но это нереалистично как-то. Совсем уж вот медленно, если ехать по-пенсерски, то нормально вроде проходится, вроде почти на дороге. Но не хватает экшена не хватает вот этих раллийных гонок, когда ты так едешь, как пенсионер. Да, вот это раллийные экзамены меня не впечатлили. Ни капельки. Ну, продвигаемся мы довольно быстро, уже 47-е задание. Так, это что у нас? Ага, это мы по нормальной дороге. Управлять машиной в заносе, используя педаль газа и противоруление. Так, это что, основы дрифта у нас? Ну, давай пробовать. Если загрузится, конечно. Давай, погнали. Че, все что ли? Да я еще раз попробую. А, я даже не понял, что произошло. Золотой шар дали. А че я как первый раз 3000 надрифтил? Давай еще раз. 3000 мне больше понравилось надрифтить. Ну вот, 3201 более-менее пойдет. Вот тут как-то относительно похоже на дрифт. Почему на трассе грунтовой нельзя было сделать подобное управление? Непонятно. Ну и что, гранд-финал? Гранд-финал. Что надо сделать? Использовать все полученные знания для успешного прохождения трассы. Продемонстрируйте все полученные навыки в ходе заезда на время, состоящего из одного круга. Едем на Porsche Cayman GT4. Club Sport 16 года. А мне вот Porsche вообще никак не нравится. Мне нравится Ferrari. Но Ferrari оно маленькое, Porsche побольше, конечно. Ну давай, погнали, что тут, минута 50 надо. Холодный проезд по трассе, так, поворот крутой должен быть. Ну да, в принципе, мне моя тень бы не помешала. Рано. Нужно попозже оттормаживаться. Ну такая неплохая тачка после ралли, это, конечно, вообще непривычно на такой ехать. Тут вообще, в принципе, можно не оттормаживаться было. Ой, конус сбил. Конус это плохо. Это, по-моему, секунда штрафная. Так, что тут? Поздно. Очень поздно стал тормозить. Чуть пораньше сотки. Ух, твою ж мать. Ну понятно, короче, я думаю... А пока я ничего не думаю. Вот доехать до финиша. Рано. Тут на сотке тормозим. Так, сколько мне не хватит до золота?
Ты смотри, много не хватает. Вот это вот серьезное соревнование. Так, итого мне надо наверстать 4 секунды с половиной. Давай новую попытку, погнали. Так, ну примерно ошибки я понял свои. Я что, сейчас еще трассу маленько подзнакомить. Да и со своей тенью поприятнее ехать. Так, ты смотри, сразу я плохо у меня все пошло. Но все-таки я вижу Сиадом спереди. Но это плохой я. У этого плохого я надо еще где-то 4 секунды отыграть. А как я так первый раз тут прошел нормально? Что-то довольно любопытно. То есть первую часть трассы я ехал неплохо первый раз. Так, вот тут у меня была ошибка. Ну, опять точно такая же. Так, ладно, погнали сначала. Так, 100 метров. Это поздно. 150 это рано. Чуть сразу за 150 тормозим. Как я так хорошо прошел первый раз этот поворот? Сам себе удивляюсь. Не, ну смотри, получается секунду, да? Секунду. Так, тут траекторию надо держать внутри. Так, вот этот поворот великий. Давай на 150 попробуем оттормозиться. Да, в принципе, нормально на 150. Но все равно один хрен я себя догнать не могу. Ох, вот тут я сколько времени-то потерял, а. Вот этот поворот надо получше поучиться проходить. Что-то со страху рано начал тормозить. Ну сколько? Секунду я, наверное, привез. А надо-то 4. Нет, смотри, 2 секунды. Так. Давай новая попытка. 2 секунды я примерно знаю, где я потерял. Там с торможениями у меня проблемы возникают. Давай, поехали. 2 секунды надо мне побороть. Ну и там вот это прохождение поворотов. Вот мне надо так же проехать, как первый раз я проехал первую часть дистанции. А, неплохо, а? Вот тут попозже можно тормозить. Но если я сейчас в этот раз не справлюсь, вот я секунду-то везу. Давай, вот тут надо хорошо проехать. Вылетела собака. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Погнали заново. Вот да, подрастроил меня такой вылет. Так, вот там поворот такой коварный. Там надо чуть-чуть газ приспустить перед поворотом. Или притормозить, либо. Как лучше-то сделать?
Тут где-то на фишках надо тормозить. Вот тут, смотри, секунду сразу привез. Понятно. Слишком поздно, мне кажется. Слишком поздно тормозил. Вот этот коварный поворот. Чуть-чуть я, наверное, сброшу. Вот они, вот эти 2 секунды. А как мне вот к финишу-то приехать нормально? Не, на 150 очень рано тормозить. И вот эти повороты, серию надо пройти. Аккуратно. Ага. Да не, в принципе, неплохо. Ну вот он же на хвосте. Так, 150. Вот где-то сейчас. Одна секунда, не хватит. Не хватит времени. Секунду где-то я везу. Опять мне не хватает времени. Секунду срезал. Слушай, вот самая интересная гонка. Но тут всему надо сконцентрировано быть, всю трассу. Это не хухры-мухры. Где-то в одном месте что-то не так пошло, и все. Ну, допустим, достойно. Пока идем нормально. Очень поздно я тормозить начал. За счет техники прохождения просто машина уехала вперед. Опять полсекунды вот не хватает мне. Вот сейчас идеально оттормозился, но не посмотрел, в каком районе я тормозил. Оттормозился я шикарно. Так, едем. Вот эта секунда, которой мне не хватает. Не, мне не хватит сейчас. Плохо я тормозил в повороте в последнем. Хотя, знаешь, все, прошел на золото. Опять с помарками можно еще, мне кажется, секунду срезать. Так. Ну вот самое интересное. Подарочки. Погнали сюда и подарочки. Вон, фиолетовую, дай мне вон ту. Да, вот эту. Очень любопытный там какой-то кокпит. Французский флаг и австрийский. Пиугиот. Спасибо. Пиугиот меня не интересует. Итак, получено все серебро. Получили машину в подарок. Это что, ламбо какой-то? Lamborghini Veneno. Ну, неплохо. Ты смотри, я просто отучился на права, и мне дают тачки. А чё ж я покупать-то потом буду, если у меня все тачки есть? Получено все золото.
Коповская тачка, да? Safety car. Nissan, ну пойдет. Гонки против ИИ и заезды в виртуальной реальности. Ладно, это я попробую. Давай на выход. Вот и кончилась школа вождения. Больше проходить нечего. 100% пройдено, все на золото. Слушай, машина за машиной, блин. Я что-нибудь покупать-то буду, у меня денег там тоже туча. Вон, дай мне вот эту раллийную хоть. А, и далее этот Астон Мартин такой себе. Винтаж, блин, вантаж. Ну смотри, надавали денег, 720 500 денег. Прошли мы, значит, все на золото, посмотрели, какие плюшки дают. Плюшек особо нету, сейфити кар, что я ездить на нем не буду. Ну, дальше посмотрим, что там дальше. Будем потихоньку компанию проходить или попробуем заезды с гонщиками. С вами был Павлик, ЕКБ. Всем пока, до новых встреч, подписываемся, ставим лайки.